Компания Geely в августе 2025 года официально представит рестайлинговую версию кроссовера City-Ray, и есть все основания полагать, что продажи стартуют практически сразу. Судя по первым подробностям, обновление выполнено в том же стиле, что и у недавно освеженного Geely Atlas. Но давайте разберемся, что к чему. Весной в Китае был проведен рестайлинг Geely Bayue L. Это именно та модель, которую за пределами Китая мы знаем как Atlas. А теперь пришел черед его младшего брата, Geely Bayue, или City-Ray для экспортных рынков. Несмотря на семейное сходство, эти кроссоверы построены на разных платформах. Atlas базируется на более продвинутой архитектуре CMA с возможностью полного привода. А City-Ray использует более простую переднеприводную платформу BMA, так что, несмотря на схожий стиль, между ними сохраняется техническая дистанция. Можно сказать, что City-Ray – это более доступный городской вариант с акцентом на повседневную практичность. Оба обновленных кроссовера Geely официально считаются моделями следующего поколения, но по факту это все же рестайлинг. Причем прежние дореформенные версии с китайского рынка никуда не исчезают. Похоже, в Geely решили двигаться в сторону более спокойного дизайна, отказываясь от футуристических черт кроссоверов. Теперь никакой авангардной оптики с клыками, фары приобрели более привычную форму. Решетка радиатора стала аккуратнее, а вместо черных рельефных вставок – строгие вертикальные хромированные плашки. Передний бампер тоже сменили, добавив немного солидности. Зато заднюю часть кузова решили не трогать. Она осталась такой же, как и у предыдущей версии. Обновленный кроссовер прибавил в длину. Теперь 4549 мм, что на 39 мм больше по сравнению с дорестайлинговой версией. Ширина и высота остались прежними – 1865 и 1650 мм соответственно. Колесная база стала чуть больше – плюс 6 мм, 2707. Немного, но приятно. Дополнительное пространство внутри лишним не бывает. О дорожном просвете пока информации нет, но, скорее всего, он останется прежним – 185 мм. В зависимости от комплектации можно выбрать колеса диаметром 17, 18 или 19 дюймов. Geely City-Ray после обновления, скорее всего, сохранит прежнюю техническую начинку. В Китае дорестайлинговая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 лошадиных сил и крутящим моментом 290 ньютон-метра. Эта четверка работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением, привод, только передний. Ожидается, что динамика тоже не изменится. Разгон до 100 км в час примерно 8 секунд, максимальная скорость около 200 км в час. Средний расход топлива по официальным данным – 6,3 литра на 100 км. Можно с уверенностью сказать, что и после обновления параметры останутся в этих пределах. Салон тоже получил обновление. Передняя панель сохранила свою форму и дизайн, но теперь отделана по-другому и украшена хромированными вставками, выглядит аккуратно и современно. Вместо привычного вертикального экрана мультимедийной системы установили горизонтальный, что визуально шире и удобнее. На центральном тоннеле появился новый селектор коробки передач и обновленные физические кнопки. Управлять стало проще и приятнее. Подстаканники больше не прячутся, а на виду удобно и практично. Перед водителем остался знакомый 4-спицевый мультируль. Виртуальная приборная панель сохранила размеры, но стала проще. Убрали декоративные боковые элементы, что делает ее восприятие более чистой и лаконичной. В целом, салон стал чуть современнее, но без резких перемен, сохраняя комфорт и привычный стиль. Что касается цены, официальной информации пока нет. Для ориентира дорестайлинговый City-Ray продается в Китае по цене от 13 до 16,5 тысяч $. Можно предположить, что и обновленная версия останется в этом диапазоне. Однако есть интересный нюанс. Недавно вышедший Atlas в Китае подешевел на несколько тысяч $, что связано с более скромным оснащением. Так что не исключено, что и City-Ray пойдет по этому пути. В
Впрочем, может быть, производитель решил сделать ход конем. Меньше функций, ниже цена, зато больше шансов зацепить экономных покупателей. В мире компактных китайских кроссоверов сейчас настоящая битва за свое место под солнцем. Geely давно в этой игре, и после обновления у них в руках целый арсенал крутых фишек, ожидаемая адекватная цена, стильный дизайн. Продвинутые технологии и практичные решения – все, что нужно современному городскому водителю. Новый City Ray – это четкий ответ на запросы времени. Красиво, технологично, умно. Если Geely не сдастся и не позволит конкурентам сильно давить на цену, этот кроссовер может легко стать настоящим хитом. В общем, интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Здесь точно есть зачем следить. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.